Здравствуйте, уважаемые зрители канала Начинающего пчеловода. В Вологодской области наступила зима. Снег лег и, судя по всему, надолго. А это значит, что пчел уже надо заносить в зимовник. Впрочем, можно было и раньше занести, как сделали мои коллеги. Но у меня были дела неотложные, которые нужно было завершить. Во время того, как мы переносили ульи, я обратил внимание на один из них. Вот этот. Дело в том, что он был слишком легкий, и пчелы не проявляли беспокойства. А когда я заглянул внутрь, оказалось, что пчел-то в общем-то и нет. Неужели коллапс пчелиных семей добрался и до Вологодчины? Что ж, давайте разбираться. Что же прячется за словами коллапс пчелиных семей? Это, по сути, полный слет пчел из своих ульев, когда пчелы вылетают из улья и не возвращаются назад. Остается расплод, может остаться даже матка с горсткой пчел, но эта семья обречена уже на погибель. Именно поэтому называется коллапс, то есть разрушение, смерть. Какие причины? Значит, на сегодняшний день не выделено одной четкой причины, достоверно не доказано, что какая-либо из приведенных далее причин четко является причиной коллапса пчелиных семей. Причинами коллапса пчелиных семей могут быть различные факторы. Первое – это пестициды нового поколения. Эта точка зрения особенно распространена в Соединенных Штатах в связи с тем, что там выявили влияние пестицидов нового поколения на нервную деятельность пчел. То есть достоверно доказано, что пчелы могут получать этот пестицид в опасных количествах из пыльцы подсолнечника, и, соответственно, доказано, что этот пестицид влияет на нервную деятельность пчел. То есть пчелы, вылетая из улья, не могут найти обратную дорогу домой. Следующая причина тесно связана с деятельностью вредителей пчел, а именно клещей. Клещ Варроа. В частности, в Европе доказали, что этот клещ во время прокусывания панциря пчел может со слюной впрыснуть также некоторые вирусные заболевания, которым у пчел нет механизмов защиты. А даже те заболевания, которые не свойственны вообще для медоносных пчел. И, соответственно, когда в семье наблюдается высокая заклещеванность, пчелы начинают активно болеть, вылетают из улья, погибают, и, соответственно, семья истощается и также, в свою очередь, погибает. Ну и третья причина – это влияние электромагнитного излучения, наверное, самое мало доказанное. То есть в каком смысле, что именно электромагнитное излучение сотовых вышек, Wi-Fi влияют на возникновение коллапса пчелиных семей. Достоверных каких-то данных, доказательств этой именно теории я не нашел. Итак, улей номер 21. Что мы имеем в анамнезе? Эту семью я купил под видом среднерусской у пчеловода из Тверской области, который себя позиционирует как производитель среднерусской пчелы. В принципе, семья неплохая. Она, как и все на моей пасеке в этом году, роилась, но при этом еще принесла корпус товарного меда. И ближе к осени, в конце августа, как и все семьи, получила порядка 15 литров сахарного сиропа, примерно там 10-12 килограммов получается сахара. У русских людей, да, наверное, не только у русских, принято все какие-то неизвестные ситуации списывать на какие-то мистические или загадочные вещи, такие, например, как коллапс пчелиных семей. Поэтому и на форумах многие люди пишут, что у меня там умерла семья, слетела, ничего не понятно. Вот. А если досконально разобраться, все может быть и намного проще. Вот и у меня возникли сомнения, действительно ли слет пчел с этой семьи является коллапсом. Ну что ж, давайте анализировать, так сказать, клинические симптомы, что мы здесь увидим. Убираем пленочку. Значит, сверху 230 корпус. Сверху стоят 230 светлые рамочки. Я понимаю, это кому-то может не понравиться. Кто-то предпочитает зимовать на коричневых, светло-коричневых. Я, в принципе, какой-то большой разницы в этом не увидел. В плане успешности или неуспешности зимовки. Как бы там ни было, во всех семьях вот эти вот 4 рамочки были полнометными.
То есть вот эти 4 полномедные, эти маломедные. Соответственно, я же вижу, что рамки абсолютно сухие. Ну вот здесь видно, что на рамке практически нет меда, даже несмотря на то, что она центральная. И такие рамки в этом уле все. Видно, что когда-то здесь выводился расплод, но это было еще в течение лета. Я обычно на семьи сажал рой, который эта же семья и отпустила. То есть она ее как бы усиливала. Через верхний корпус их потом объединял. Вот. Но видно, что рамка абсолютно сухая. Собственно говоря, все рамки именно такие и есть. Верхний корпус я фактически в неизменном виде убираю. Рамки не хотят доставаться даже. Итак, смотрим. Вон оно что, смотрите. Тут рамка, целая медовая рамка. Рамка с медом и пергой. Так называемая медово-перговая рамка. Но обратите внимание, как здесь она уже, в общем-то, поеденная. Смотрим далее. Следующая рамка также содержит пергу. Тут вот повыели. И немножко здесь я вижу, наверное, расплода. Попробуем. Следующая рамка номер 4. Так, здесь расплода уже побольше. Так, постойте минутку. Это что у нас? Маточники, что ли? Да, здесь запечатанный маточник. Так, что касается маточника. Вот он так вот выглядит, достаточно небольшой. Но нельзя быть до конца уверенным, что там действительно кто-то есть. Давайте посмотрим. Давайте теперь разрежем ячейку до конца. Давайте посмотрим на него. Так, здесь видно, что это действительно матка небольшая. В общем-то, вот паразитов я на ней не вижу. Вот, просто она как бы не успела доразвиться. Ну, видно, что она уже находится на последних стадиях. Потемнело. Ну, единственное, что еще крылья не выросли, которые, как известно, развиваются в последнюю очередь. Последняя увеличенная рамка тоже не содержит в себе корма. То есть весь корм, все, что было запасено пчелами, все это отсутствует. Куда же это делось? Ведь те пчелы, которые остались в улье, они же не могли все это сами съесть. Обратите внимание, как грубо распечатаны соты. Они прямо выгрызены здесь. Почему это важно? Потому что, как правило, когда пчелки съедают свой корм, именно свой корм, они делают это очень аккуратно. То есть мы видим ячейки правильной формы, то есть они не изуродованы, потому что пчелам эти ячейки в дальнейшем понадобятся. То есть, что можно сказать по этой семье? Во-первых, семья погибла где-то в сентябре. Потому что в конце августа они выбрали весь данный им сироп в зиму и чувствовали себя вполне хорошо. Но потом что-то произошло. Пока я не говорю что. Давайте перечислим, что мы знаем. Первое. Практически полное отсутствие в семье корма, за исключением там 1-2 рамок. Второе. Наличие невышедшего расплода. Третье. Очень маленькое количество подмора пчел. Буквально 2 десятка, не больше. Четвертое. И, пожалуй, это, наверное, очень важно. Это
распечатанные соты с кормом. И пятое – это наличие запечатанного маточника. Что нам говорят все эти признаки? Я думаю, что эти пчелы умерли не из-за коллапса пчелиных семей, когда все пчелы просто берут и улетают из улья, оставляя корма, оставляя матку, оставляя там, пчел каких-то, детвору. Я думаю, ситуация развивалась следующим образом. В сентябре, когда последний раз я их видел, эта семья решила роиться. Я принципиально не залезаю в гнездо пчел без большой необходимости. Так я и сделал и с этой семьей. А если бы я все-таки к ним заглянул, я бы узнал, что в этой семье происходят процессы роения. А именно, они заложили маточники и готовятся улететь. Что происходит дальше? Матка, отложив достаточно большое количество яиц, мы видим, что их достаточно много там было, собирая основную массу пчел, я не знаю, сколько это было, но можно предположить, что рой был средний, как минимум, потому что пчел в этой семье было много. И они обсиживали, сколько получается, расплод у нас здесь на 5 рамках, с левой стороны, с правой стороны не было. Ну, как минимум, они обсиживали 5 рамок. То есть это, ну, семья такая, наверное, не очень сильная. Но, тем не менее, оставляя эту семью с расплодом, оставляя эту семью с кормами и с молодой пчелой, матка, забирая основную массу пчелы, в сентябре улетает. И обрекая, получается, и себя, и эту семью на погиб. Если бы на этом все закончилось, то, скорее всего, весной я бы увидел отрутневевшую семью, или, возможно, они бы не пережили зимовку, ну и, соответственно, тоже семья бы погибла. Но я же увидел совсем другую картину. Я увидел, что у меня погибли запечатанные пчелы, я увидел, что у меня погиб расплод, я увидел совсем мало пчелы, и я не увидел кормов. Что это значит? На мой взгляд, ответ вполне однозначен. Эта семья подверглась разграблению. Поэтому в данном случае я не говорю о коллапсе, в данном случае я говорю о позднем роении. Ну что тут скажешь? Роение является естественным процессом у пчел. Ну что ж, оставайтесь на канале Начинающего пчеловода. До новых встреч. Пока!